мороженое с лисичками. Вы представляете? Вот так вот. И такое бывает. Шот из копченой ряпушки. Тут из лося, да? Из лося котлета. Хрустящий судак. Все 9 евро. Для 2 людей кемпинг 45 евро одна ночь. 35 евро. Здравствуйте, мои хорошие. Тере вам всем с побережья Чудского озера. И сегодня мы с вами едем на мероприятие. Сегодня у нас на протяжении 175 километров на Чудском озере кухня Чудского озера, кафе, улица ресторанов Чудского озера, как-то так вот называется. В общем, в каждом дворе и в каждом, значит, и там, и сям, в палатках, местечках, ресторанчиках, кафешках представлена кухня, значит, Чудского озера. Что ловится в Чудском озере? Разная рыба, дары леса, и все вот как это представлено в виде вареньев, там, каких-то пирожных, каких-то тортиков, я не знаю, копченой рыбки, бутербродиков. В общем, как и что это? Давайте поездим, покатаемся и посмотрим. Но грех не съездить, быть на Чудском озере, и не посмотреть, и не попробовать от дары Чудского, правда? И первая наша остановка в этом... Забыла место, так готовилась в Кауксе. В Кауксе называется тоже Пепси Тена Тетиресто. Пепси Тойду Тена. Давайте посмотрим, что здесь предлагают. Погода сегодня не дурная, но прохладно. Так уже люди в курточке одеты. Пахнет очень хорошо сосновым лесом. Люди, машины туда-сюда, вижу, что потому что день нестандартный, люди ездят, смотрят, переезжают с места на место, с точки на точку, изучают, пробуют. Интерес к таким вещам всегда высокий. Но вот здесь первая точка, маленькие блинчики, судак хрустящий, ручной работы бургеры и копченая рыба с Чудского. Давайте глянем, что здесь. Лещ 8 евро. Лещ 8, окунь 10, Я. 16. Niin, se on kohava. Se on siik. Se on siik. Ja siik on 16, сик 16 евро. Лещи по 8. Очень аппетитно, конечно. Слов нет. Ой. Цены вот здесь вот вам покажу. Боже, Кристина уже успела подружиться. Ну и мне погладить собачку тоже дали. Вася, рыба изумительная. Сик 16, окунь, да. Вот там посмотри. Так, да, мы брали просто 16 евро килограмм, они небольшие. Ряпушки нет. Значит, здесь вот в прошлом году тоже было пытрак этот из лося, да, из лося котлета. Хрустящий судак. Все время надо переводить. Не могу все время с задержкой какой-то мычанием. Из щуки котлета, хрустящая курица, гриль, колбаска из свинины. Все 9 евро. Плюс картошка фри, плюс соус и свежий малосольный огурчик. Вот. И лисандит еще какие-то. Не знаю, что за лисандит. Бургеры 7,50 с котлетой из лося. И то же самое, вот как бы, что я сейчас читала. Попить 4 евро арбуз, манго, чего-то там еще. Гратика. То есть с градусами, да, не с алкоголика. А интересно, да, дешевле, чем без алкоголя. Потому что тот фрапп. Фраппер это как бы холодное. И
где дешевле. Да, и смотри, что Принуждают. маленькие блинчики 5 евро с вареньем, кофе 2,50, латте 3. И ручной работы рабарбар, лимонад из рабарбара 2 евро, коктейль из мороженого 4, через трубочку сок евро, вода евро 50, ну, такое тоже не очень интересно. Интересно что-нибудь такое. Ау. Не, подожди, не хочу сейчас ничего брать, мы только приехали, уже начинается брать. А котлеты из лося, смотрите, как выглядят, 25 евро килограмм. А малосольные огурчики 8 евро килограмм. Минога 14 евро. Лещ в маринаде 5 евро. А это про тут когафиле. Жареное филе судака 7 евро. Вот такое вот это все с Чудского. Видно всякие напитки. Ну, напитки это как-то... Ну, хотя из рабарбара это интересно. Это вот такая вот одна точка. Здесь можно посидеть в цветочках, покушать. И вот здесь есть еще Кауксираннахоне, здание, пляжное здание Чудского озера. Господи, не перевести. Здесь какой-то концерт или что-то тут. Генка. Лаулу Лава. 23 августа будет концерт. А в общем, это как бы официальный пляж. И здесь Чудское. И тут тоже всякое вкусное. То есть, смотрите, сколько людей. Все чего-то, чем-то угощаются. А здесь вот эти, как они, доски, суп, как они называются, можно электронно брать вот в этом ящике в аренду. С веслами, да, потом сдать, как это все происходит, куда чего нажимать, 15 евро час, и каждый последующий час 10 евро. И вся инструкция на 3 языках, на 2 языках. На 2 языках. Эстонский, английский. Через QR-код, и можете вот это вот брать здесь все. А люди, в общем, отдыхают, сидят. Там, видимо, тоже кафешка, да. Ты любишь всех собак на свете, я знаю. А рыбный суп, это все местное, да. Рыбный суп 5 евро. Это уже другое, как бы кафе считается. Вот здесь в одном месте, вот видите, сколько. Крем-брюле кюлику макса. Как это? Из печени кролика крем-брюле? Или я что-то не так перевожу? Это ряпушка, закуска 8 евро с салатом. Вась, второе, из печени кролику крем-брюле, я что-то неправильно перевожу? Ну, как-то странно. Пельмут, типа пельмени из лисичек, гамбургер с судаком, тартар из жареного судака 14. Такой очень интересный. Здесь вот когда показываю я, это вообще, вот я обожаю показывать вам вот эти, они такие здесь малюсенькие закусочки. Да, вот они. Вы смотрите, какие эти бутербродики, как они выглядят, эти маленькие стаканчики. Ой. Ага. Konjuls, tere! Mis asi need on nii ilusad, nii topsikud need? On suitsurääbise šotid. Šot из копченой ряпушки. Aga seal on nagu seene, ei need. Metsaseene, siis metsaseene salatleiva peal. На хлебе. 2 päeva rääbis. Здесь соленая, как бы. Маринериtud мы солана või? Маринованная ряпушка 2-дневная. Вот на этих бутербродиках. Я hind on 5 ja 4. 5 ja 4. А это салат из лесных грибов на черном хлебе. Да, смотрите, какой красивый несут. Ma võin selle siia. Здесь хлеб. Но это все, это мое место. Вы когда-нибудь яйц, куккесейне яйц, это что? Мороженое. Яйц. Яйц это мороженое? Что такое яйц? Что это такое? Все спрашивают, что это такое. Aga mis asi see on? Kukeseene jäts? Vaniljäätis kukesendega. Jäätis päriselt?
Типа, да, все правильно, мы все правильно поняли. С лисичками мороженое. Вы когда-нибудь видели такое? И сказали, что очень вкусно. А где оно? Нет, Кристина, оно с лисичками. Оно, наверное, не... Да, это ручной работы. Здесь у них хлеб. Хлеб, смотрите. Вас, давай хлеб возьмем. Этот. Да, хлеб всегда. Хлебушек возьмем. Se on taluleipiä. Taluleipiä. käsitööleib . Ahah. see on Selge. 5 eurot . Aga selle kukeseene jäätist tahaks küll proovida. Jaa. Ja kuidas ta on välja näeb? seda hakatakse köögis tegema , natuke läheb aega sellega . Ahah. Aga kui suur ports on? väike ongi , väike . Ahah, vot me tahame ühe proovida. Andke meile ühe, palun, tehke. see on 10 eurot siis . Ja, olgu. Aitäh. Мороженое из лисичек будут готовить нам сейчас на кухне. Попробуем, что это такое. Как это мороженое из лисичек? Посидим, попробуем мороженое из лисичек. Что это такое? Неужели такое бывает? И как вообще? Берем с собой хлеб. Написано семя, но на самом деле он классический, без семечек мы взяли. Он говорит, это просто валесиль, неправильно это вот. А так это хуторской хлеб. 5 евро буханка. Ну сколько здесь грамм? Грамм 300, нет, там... Ну, полкило. Ну, нет. Ну, что-то так, полкило, так, да. Ну, можно спросить. Люди приезжают, уезжают, заходят, что-то пробуют. Сидят, там всякие бутербродики пробуют, супчики. Очень здорово здесь. Очереди прям, да. Смотрите, как. Мороженое с лисичками. Вы представляете? Вот так вот. И такое бывает. Очень интересный вкус, невероятный. Как будто бы это... знаете, оно какое-то не очень сладкое. Я даже не знаю, как бы его назвать. Но вроде бы это мороженое. И, казалось бы, несочетаемый вкус. Но это совсем не так. Он сочетаемый, он очень вкусный. Крепкое вот такое, как сорбе или... не приторная, чувствуется явный привкус грибов, и это как-то нормально. И здесь вот вокруг сушеные лисички, черника, невероятное сочетание. Это просто блеск. И лисички как будто сушеные рядом с какими-то травами типа розмарина, или это приправы. Это как будто не сладкое блюдо. Необычно, очень интересно. Впервые в жизни такое пробую. Сколько людей. Да, это очень необычно, очень вкусно. Вкусно, интересно, необычно. И тут же мы с вами находимся на побережье Чудского. Посмотрим сверху, мам, покажу. Чудского вы уж меня смотрели, пересмотрели. А люди купаются, и очень многие сидят просто, любуются вот здесь на скамеечках. Это официальный пляж, здесь вот эти пандусы, но вход, спуск к воде по ступенькам. А переодевалки есть. А вот спускаться, если люди с ограниченными возможностями, тут одни ступеньки. Все вроде пандуса, а как ты туда никак. Это минус. Вот человек на коляске, кстати, сразу пример. Вот он здесь сидит, здесь можно, да. А к воде не спустишься. И таких площадок много здесь, где можно посидеть. Люди купаются, вода теплая, наверное. Это официальный пляж. И здесь волейбольные сетки, скамейки. Буйки, по-моему, да? Ой, буйки даже. Купаются. Да, конечно, вода теплая, говорят. Надо бы тоже сходить. Красиво. Я говорю, надо бы тоже сходить. А тут берег есть, да? Если... Здесь берег есть, но меньше. Он обычно тоже шире. А у нас вообще все съедено, да. Здесь для курящих, вот эти вот для сигарет, видимо, помоечки такие, вот эти вот столбики.
Сидим тоже, любуемся на озеро. Красиво. Сейчас пойдем дальше с вами. На это можно смотреть вечно. И сосны здесь такие, а какой тут воздух! И вот это вот Ранна Хоуна с этой стороны. Тут тоже вот бар, да, здесь надо было заходить. Еще одно местечко здесь есть. Вот их сразу здесь как-то 2-3, такой, наверное, самый крупный. Так, а мы, наверное, пройдем с вами в этот ресторан отсюда, потому что здесь тоже есть вход. Вот, не знаю, участвуют ли они. Но вот здесь на берегу еще одно место есть. Что-то здесь пусто. Вот все эти телефоны. Здесь, кстати, вы спрашивали базы отдыха. Здесь пухка кюля кофик. Нет, здесь только кофик. Здесь не поживешь. Ну, наверное, тут сдается тоже жилье. Это, представляете, вот так вот сидите вы на террасе на этой, пьете кофе, и перед вами вот такая красота. А здесь очень хорошо фотографироваться, только тут было какое-то, по-моему, украшение в прошлом году. Садишься на лавочку, и вы на фоне озера. Такая фотозона. Так, ну давайте посмотрим, что там в этом кафе. Участвуют они, не участвуют. Там тоже было что-то интересное. Да, помнишь, здесь был вход. Да, здесь был вход. Надо было... Да, здесь надо было... В них стояли ведро с шишками. Сколько вас заходит, столько шишек. Здесь еще направо музей был. Да, музей был, он закрыт в этом году. Вот Кристина узнала. Нет, они, видимо, не участвуют в этом во всем. Но сколько здесь и что? Нет, да, к сожалению, в этом году нет. В прошлом году у них было очень много здесь всяких... соков, банок с вареньем и такого всего. Вот, а здесь десерты всякие. Булочки, пирожки. Здесь еще и вон, покушать что-то можно. Картошечка там такая вкусная. Ну, типа, да, но в этом году они не участвуют. А мы сможем по кофе как-то, пока кушать не хочется. А вот вид, конечно, здесь. И вкусно здесь везде. О, Кристина набрала уже себе. Ну и чего ты там набрала? Рулет какой-то, типа Павлова, да, безе рулетик. Десерт с вишневым вареньем. Сок ананасовый, а у нас кофе. Столы липкие из-за какого-то морса пролитого или что-то здесь липнет рука. Кофе был чудесный, очень много финской речи. Здесь гостиница есть. Вы спрашивали вот эти вот базы отдыха на Чудском озере. Вот я знаю, понимаю уже, что здесь вот финская речь. Здесь база отдыха. Сейчас я вам покажу. А база отдыха, вот она. Такие маленькие шалашики. Здесь на машинах. И здесь очень-очень много домиков. И вот здесь как раз вот эта база отдыха. Может быть, я какой-то телефон вам могу дать. Сейчас давайте спустимся, посмотрим. На секунду. Где это? Какие-то контакты. Место называется Каукси, Чудское озеро. Вот эти домики. Кемпинги. Это сурф, этот вот аренда этих досок и всего. Домики разные, есть побольше, есть поменьше. Разные конфигурации. У этих домиков гриль-места. И здесь, наверное, есть...
Берешь гриль, поставь на место. Так, безопасность. Каукси. Кофик здесь. Маютус здесь. Да, здесь жилье можно арендовать. С 23 часов раху, тишина должна быть. Для 2 людей кемпинг 45 евро одна ночь, 35 евро. Дети до 12 считаются, 12 евро. Младше 5 бесплатно, без места спального. Парковка 3 евро около домика, животное домашнее 7. Семейная на 5 мест, там 3 детей на как это, 2-ярусная кровать и 1 широкая кровать, это 85 евро. Вот. А вот с удобствами большой новый дом для 4 165 евро, 115 евро одна ночь. То есть для 2 45 евро ночь. Вот вам, пожалуйста. Каукси. Да. А вот как телефон? Телефон, наверное, вот здесь. Да, вот телефон. Кому надо? Запишите, пожалуйста. И вот эти вот грили здесь можно брать, поставить на место. И вот эти домики. Вот здесь прямо столы. Люди сидят, отдыхают. И озеро вот в 1 метре от вас. Вот. Грибы. Маслята. Или ты хочешь. А вот здесь грибочки, тоже маслята или кто-нибудь. Так, все. А мы с вами едем дальше. Изучать, пробовать, смотреть. Вот, смотрите, какая подставка для цветов. И мы с вами еще в одном месте. Заехали в лесок, а тут указатель Пепси Пикат. Как бы это перевести? Девицы, девы. Калая. Мисс Каласян. Коха, это сюда.